Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 2 мая. Обращаем ваше внимание, сегодня у нас с вами четверг. И сегодня у нас с вами денежный день. Сегодня у нас обязательно нужно обратить внимание на следующие моменты, потому что мы с вами еще и готовимся к светлой Великой Пасхе. Поэтому сегодня обязательно пересчитайте все свои деньги и скажите определенные слова. Друзья, далее мы все об этом более подробно поговорим. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях к этому видео напишите: «Я благодарю высшие силы за все блага». Истинно да будет так. Кроме того, можете прописать, за что конкретно вы благодарите и что вы просите у высших сил. Это может быть и счастье, здоровье, благополучие, радость, изобилие, достаток. Друзья, у каждого это будет свое. Прописывайте, так быстрее вы сможете заиметь те блага, которые вам нужны в жизни. Также хотим всех поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, давайте вместе с вами начинать. Сегодня, друзья, 2 мая. Сегодня у нас с вами чистый Великий Четверг. В этот день мы с вами должны сделать определенные практики, обряды, которые помогут нам в нашей жизни. Обращаем ваше внимание, все, что вы сегодня делаете, вы тем самым закладываете фундамент не только на сегодняшний день, но и на следующий год. Поэтому сегодня обязательно постарайтесь доделать уборку, если вы еще не сделали, все перебрать, перестирать, что надо разобрать, вынести, перенести, для того, чтобы уже подготовиться к Пасхе. Даже если вы сегодня не отмечаете Великий Чистый Четверг, вы другой веры, у вас другое вероисповедание, вы по-другому смотрите на какие-то вещи и так далее, вы должны понимать и то, что из космоса сегодня и в ближайшие 2 недели идет сильный поток энергии. И нам нужно с вами быть в этом потоке. Поэтому обязательно проведите для себя хотя бы одну практику, о которой мы сегодня с вами и поговорим. Она достаточно простая, но она вам именно поможет в жизни. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня постарайтесь приготовить четверговую соль. У нас на канале есть видео, где мы четко говорим, какие ритуалы, какие обряды нужно провести, как правильно приготовить четверговую соль. А также не забудьте сходить в храм, сходить в церковь, поставить церковную свечку у иконы. Также очень важно, чтобы вы и не забыли купить домой свечку. И обязательно дома с этой свечой пройтись и прочитать молитву «Отче наш». Помните о том, что каждое ваше действие, каждая ваша мысль быстрее сможет реализовать те или иные планы в вашей жизни. Поэтому не игнорируйте те подсказки, о которых мы вам сейчас говорим. Многие люди могут забыть еще что-то, поэтому вот после просмотра этого видео начните прямо сейчас планировать и думать, что вам нужно. Кроме того, уже можно потихонечку готовиться и к самой светлой Пасхе. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нужно будет пересчитать деньги. По ритуалам, которые даются, обычно считается 3 раза в чистый четверг, да, утром, в обед и вечером, но мы вам хотим предложить сегодня другую практику. Эта практика, она более проще и намного эффективнее. Но здесь один есть тоже нюанс. Вам нужно, когда проводить эту практику, во-первых, должны быть деньги ни в коем случае не кредитные. Второй момент. Вам нужно все деньги, которые есть у вас в доме, в кошельке, где-то в заначках, все их достать и обязательно пересчитать. Ну и третий момент, на который вам стоит обратить внимание, обязательно вы должны эту практику делать только в хорошем расположении духа. Если вы чем-то недовольны, у вас что-то не получается, или у вас сегодня произошел какой-то форс-мажор, или вас что-то сегодня расстроило, то хотя бы час-полтора постарайтесь успокоиться. Выпейте чай с ромашкой, с мятой, пройдитесь в парке,
Обнимите дерево, поговорите с природой, это поможет вам восстановиться. Также сегодня у некоторых людей будут происходить, с одной стороны, у кого-то будут, знаете, вот достаточно вот такие великие события в жизни будут происходить, кардинальные события, а у кого-то сегодня будут происходить не очень хорошие события в жизни. Хотя мы с вами уже и готовимся, да, к великому всем празднику, но все равно есть люди, которые работают, есть которые трудятся. И вы знаете, сегодня могут до кого-то сообщить какие-то не очень хорошие новости. Где-то у кого-то может быть сокращение, увольнение и так далее. Большая просьба не расстраиваться, а наоборот поблагодарить Вселенную, поблагодарить Бога, высшие силы за то, что вас увели от того, что может в дальнейшем произойти. Наоборот, поблагодарите и не расстраивайтесь. Кто-то сейчас скажет о том, а что, как я буду дальше жить и так далее, и так далее. Вы должны понимать, что когда в вашей жизни происходят какие-то знаковые события, и они происходят именно в Великий Четверг или происходят на Пасху, какие-то великие праздники церковные, в ту же Троицу, на Рождество Христово и так далее, вы должны понимать, что это не просто какой-то знак от Вселенной, а это тот знак, через который вы должны увидеть что-то большее для себя. Ни в коем случае не расстраивайтесь. Помните о том, что все мы сами ходим под Богом, и наша просто задача попросить ангелов-хранителей, высшие силы, чтобы они нам помогли. Но опять же, это не значит, что мы просим помощи и после этого закрываемся в 4 стенах, отключаем мобильный телефон и так далее, и так далее. Нет, вы должны быть открыты этому миру. Вы должны с радостью быть открыты вот тем нововведениям, которые стремятся в вашу жизнь. Потому что в последнее время у людей почему-то вот такая ситуация. Все, что-то не получилось, все срочно надо все разбить, удалить, разнести вдребезги, порвать и так далее. Но вы должны понимать и то, что нужно остановиться и наоборот просто, знаете, как вот переосмыслить все то, что происходит в вашей жизни, и постепенно, по чуть-чуть думать о том, что же вам нужно сделать. Просто задавайте себе вопрос: высшие силы, помогите мне, подскажите мне, дайте знак, и начинайте двигаться. Возможно, у вас придут какие-то идеи. Вот именно сегодня, 2 мая, в этот великий чистый денежный день. И обязательно обращайте внимание на эти знаки. Не игнорируйте, пожалуйста. Сегодня великий день. Кроме того, мы в начале видео сказали, еще раз хотим сделать акцент, обязательно сходите в храм, сходите в церковь. Возможно, вы живете где-то недалеко, например, с монастырем, с каким-то старинным святым местом. Обязательно пойдите, обязательно, если есть возможность отстоять службу, конечно, идите. Если вы не держали пост, не расстраивайтесь, потому что, знаете, к посту приходит каждый человек по-своему. Один приходит, потому что он интуитивно чувствует, другой вот всю осознанную жизнь живет, как желает, а потом приходит какой-то момент, знаете, вот как будто что-то щелкает в голове, человек понимает, что нет, надо вот так вот. Поэтому никогда никого не осуждайте и двигайтесь своей дорогой, потому что очень часто люди смотрят не то, что у него в сердце, а что там у других. Но дело в том, что вы видите только то, что вам пытаются красиво преподнести, а не то, что в действительности. И вот социальные сети сейчас это им тому и показывают. Если вы посмотрите на многие социальные сети, люди выкладывают фотографии, видео, каких-то красивых картинок, даже готовы арендовать машины, недвижимость, все что угодно, только чтобы кому-то другому доказать, что он лучше. А надо ли? Живите своей жизнью, радуйтесь. Поэтому сегодня вот день, и посмотрите, возможно, к вам сегодня будут, например, будут пролетать птичка, или, возможно, как-то животные будут по-другому реагировать. Также обращайте внимание, если у вас дома кошечки, собачки, птички, возможно, другие животные, они сегодня очень чувствительны, они всегда чувствительны, но сегодня ввиду такого дня и на Пасху также обращайте на это особое внимание. Друзья, на что мы хотели бы еще обратить ваше внимание, на то, чтобы вы сегодня постарались, вот знаете, сегодня хоть и чистый четверг, денежный четверг, да, все-таки постарайтесь завершать те проекты, которые вы начали ранее.
Кроме того, сегодня у нас с вами Луна находится в знаке зодиака Водолей, да, у нас убывающая Луна. Сегодня у нас с вами 24-е лунные сутки, но Луна в знаке зодиака Водолей дает нам вот особую атмосферу инноваций, независимости и даже непредсказуемости. Поэтому сегодня прекрасное время, чтобы вы избавлялись от старых привычек, мыслей, отношений, которые больше не служат вашему благополучию. Обратите на это внимание. Также это время для завершения начатых проектов, для достижения целей. И, возможно, вот именно сегодня вы сможете увидеть явные результаты своих усилий и сможете закрепить свои достижения. Кроме того, обращаем ваше внимание, что Луна в знаке зодиака Водолей, она стимулирует независимость и стремление к свободе. Это может привести к более, конечно же, в какой-то степени более авантюрному поведению и желанию освободиться от ограничений. Но также обращаем ваше внимание, ввиду того, что Луна находится сегодня в знаке зодиака Водолей, вы можете быть сегодня склонны к каким-то радикальным решениям и неожиданным переменам. Поэтому сегодня будьте осторожны, чтобы не принимать поспешных решений, которые, к сожалению, со временем могут иметь негативные последствия. Кроме того, знак зодиака Водолей может придать этому дню непредсказуемый характер. Поэтому будьте готовы к неожиданным событиям и старайтесь быть гибкими в своих планах. Также сегодня может отсутствовать, знаете, концентрация, поэтому старайтесь сегодня сохранить ясность мысли и не допускайте отвлекаться на какие-то мелкие задачи. Что же касательно лунного календаря здоровья, то обращаем ваше внимание, сегодня очень важно, что вы постарались сконцентрироваться на внутренней гармонии и на своем равновесии. Дело в том, что люди сегодня очень часто будут ощущать такую усиленную потребность в уединении. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что знак зодиака Водолей управляет нервной системой и голенями, поэтому сегодня может усилиться где-то нервозность или возникнуть проблемы с циркуляцией нижних конечностей. Поэтому, пожалуйста, избегайте сегодня переутомления, делайте расслабляющие упражнения для ног, а также проводите время в спокойной обстановке, избегая стрессов. Понимаем о том, что сейчас многие уехали на дачи, уделяют внимание своим приусадебным участкам, но, пожалуйста, не старайтесь все сделать за один день или за полчаса. По чуть-чуть, не спеша. Да, хочется сделать много, но вы должны понимать и то, что наше тело – это не робот, это наш помощник, это наше тело, это в физическом плане то, что с помощью чего мы можем двигаться, делать и так далее. Поэтому не стоит сегодня переутомляться. Если вы чувствуете, что, например, вы сегодня решили сделать за один день пятилетку, подумайте, стоит ли вам этого. Также сегодня легче всего избавляться от токсинов, поэтому стоит облегчить работу легкой пищей. Также сегодня идеальными будут супы, овощные салаты, каши на воде. Также старайтесь как можно больше употреблять достаточное количество чистой воды. На что еще хотим, друзья, рекомендуем вас обратить внимание, так это на совет от Архангела Михаила. Вы знаете, Архангел Михаил в этот день, он напоминает нам о важности защиты собственного духовного пространства и энергии. Также старайтесь сегодня прочитать молитвы, проводить духовные практики, которые будут направлены на ваше внутреннее очищение и укрепление. Кроме того, в этот день очень важно отстаивать свои убеждения, действовать в соответствии со своими моральными принципами, даже если это означает противостоять трудностям или каким-то мнениям, о котором все говорят. Также старайтесь сегодня освободиться от страхов, от сомнений, которые мешают вашему духовному и личностному росту. Также помните о том, что высшие силы, они всегда с вами рядом и всегда готовы вас поддержать. Поэтому доверяйте своей собственной интуиции и своему внутреннему голосу. Кроме того, старайтесь искать вдохновение, ищите поддержки у окружающих людей, именно у тех людей, которых вы любите, которых вы цените, и вы знаете,
знаете о том, что да, эти люди вам обязательно смогут помочь. Далее, друзья, сегодня, ввиду того, что чистый Великий Четверг, мы рекомендуем вам провести одну практику. Обращаем ваше внимание, благодаря этой практике вы закладываете фундамент на весь год. Итак, что мы делаем? Мы для начала в нашем доме или в квартире собираем все деньги, даже мелочь. Есть банковские карты. Тоже их берите к себе на пересчет. Но ни в коем случае не берите кредитные деньги и кредитные карточки. Это очень важный момент. Итак, как мы делаем? Вы находитесь в прекрасном настроении и начинаете говорить следующие слова. Деньги к деньгам идут, богатство в мой дом плывет. Как река полноводная, так и кошелек мой будет полон. Да будет так. И вот эти слова, вот сначала мы считаем деньги и говорим эти слова. Также в этот момент представляете, что вы считаете довольно крупную сумму. Даже если у вас банкноты самого маленького номинала, не расстраивайтесь. Наоборот, представляете себе, что у вас купюры самого большого достоинства. Возможно, это сложно иногда принять, но вы должны понимать о том, что если вы принимаете благо Вселенной, то и Вселенная готова вам дать то, что вы желаете и хотите. Поэтому не бойтесь своих желаний и той мечты, которая у вас есть. Еще раз, деньги к деньгам идут, в богатство мой дом плывет, как река полноводная, так и кошелек мой будет полон. Да будет так. Пересчитали все деньги, и вот пусть они так будут у вас на столе. Желательно, чтобы они были или на салфетке, или на чистеньком полотенечке, и оставьте их на столе до следующего дня. А на следующее утро вы разложите как обычно. Только еще раз делаем акцент. Пожалуйста, никаких кредитных денег, кредитных карточек ни в коем случае не должно быть при пересчете, потому что это деньги не ваши, это кредитные деньги, и ничего хорошего они не принесут. Обращаем на это ваше особое внимание. Друзья, вот такой у нас сегодня с вами день. Мы всех поздравляем с великим, с чистым четвергом. Желаем всем здоровья, гармонии. И пусть в вашей жизни будет все только самое лучшее и яркое. Пусть все у вас будет прекрасно. Божьего вам благословения. И не бойтесь проговаривать те слова, те мысли, которые действительно вам нужны. Друзья, ставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, друзья, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.